Речь зашла об аутизме, об аутистических чертах. Я про это ничего не знала. Я еще помню, что я с улыбкой спросила у врача, говорю, это же не болезнь. Она говорит, вы как хотите, но вам нужно будет получать инвалидность на ребенка. И она уже такой, как нормальные дети, она так и сказала, такой, как нормальные дети, она уже не будет, конечно. Но вы можете проявлять упорство, усилия, и, может быть, вам удастся ее до какого-то уровня дотянуть. Я могу только сказать, что я в большой депрессии, поэтому у меня ничего нет. Полгода назад, может, еще у меня были какие-то амбиции, стремления. А сейчас я даже не знаю. Когда я сидела в Ижевске, я мечтала о Сочи, а теперь я мечтаю о чем-то мечтать. Я сейчас возьму топор, тебя зарублю. В общем, всякую белибердень нес. Потом, значит, я встала, хотела все-таки с дочерью уйти в комнату лечь спать. А он меня швырнул в ванну. Этот сюжет по телевидению так меня очаровал и вдохновил, что я не пожалела времени и средств. Я отыскала тот дом культуры, где преподает замечательный мастер Алевтина Ивановна Савельева, и записалась к ней на курс. Уговорила родителей прислать мне немаленькую сумму, целых 300 рублей. По советским временам это было много. И занималась у нее на протяжении 2 лет. Твое счастье, оно мимо тебя не пройдет. Оно тебя так же ищет, как и ты его. Поэтому я думаю, что я все время искала. Я искала, потому что для меня это было важно найти то, чем я буду заниматься, от чего я буду получать невероятное удовольствие, и что будет приносить какой-то доход в семью, что я смогу лечить Леночку. В общем, так все глобально. У нас была семья, папа, я и 2 детей. В очередной раз он поехал на работу в Новосибирск, а водитель, с которым он ехал, не справился с управлением, и мой муж разбился. Они все там разбились, там было почти 10 человек, по-моему. В январе это было. А в феврале Алена родилась. Я думаю, что продолжать такое тоже было бесполезно, потому что пробовали, разговаривали, ничего все равно не получалось, приходили к одному и тому же. Потому что либо жить отдельно, но чтобы все хорошо было, либо ничего хорошего. Но дети видят родителей, это как бы для меня тоже, если родители несчастливы, то где будут счастливы дети? И вот я тут одна на съемной квартире. Поставили мне этот страшный диагноз — онкология. Я имела тогда хорошую работу, то есть я была бухгалтером. Я получила информацию о сокращении именно моей должности. И как так совпало, и диагноз мне поставили, и вот такую получила информацию. Я увидела на ярмарке мастеров конкурс что они помогут вывести хобби в бизнес. И я подумала, что мне это надо, потому что если я не научусь зарабатывать тем, что я умею делать, то мне придется выйти на работу, соответственно, придется все забросить, потому что совмещать 3 детей, работу и хобби, это нереально. С Кариной мы начали сразу работу, и мы сразу начали продвигать магазин. Она сразу посмотрела, сделала анализ моего магазина, сказала, где у меня чего не хватает. И ярмарка мастеров оплатила нам карту на 500 работ.
Они же там платные. И я начала туда добавлять работы, изменила описание магазина, изменила профиль там свой. Теперь мне сейчас там стали покупать уже, и для меня это показатель того, что я уже на правильном пути. Однажды, когда я в очередной раз открыла почту и увидела, что ярмарка мастеров предлагает проект. Не могу сказать, что я сразу прям подумала, что вот это мое. Нет. Но мысль все время меня к этому возвращалась. А может быть, мне тоже попробовать? Я уже плотно работаю со своим куратором, замечательным дизайнером бисерных украшений Аллой Масленниковой. На сегодняшний момент мы с ней разработали новый бренд, новое название моего магазина. Определились с ассортиментом, пришли к выводу, что мне нужно изучать новые техники. Я, например, никогда раньше не вышивала бисером, там, стразами, пайетками. Это для меня была совершенно новая техника. Вот сейчас я этим учусь заниматься. О самой ярмарке мастеров я, естественно, знала. Я, конечно, не думала, что меня выберут. Даже, так, просто решила поучаствовать. Потом вдруг мне позвонили и сказали, что меня выбрали. Через некоторое время мне Маша позвонила, сказала, что вот она мой куратор, она будет со мной работать. Вот так вот я попала в проект. Но сейчас меня как раз как куратор учит, как правильно с ярмаркой обходиться. Знакомлюсь с этим сайтом, с этим магазином. С Ириной мы познакомились по интернету. Она живет в другом городе, мы с ней общаемся по скайпу, по ватсапу. То есть у нас только в интернете проходит общение. Она тоже занимается вязанием, но больше она вяжет пледы, подушки, какие-то большие изделия. Она меня часто даже не просто по каким-то рабочим моментам поддерживает, но и морально меня поддерживает. Я очень много слышала то, что большинство людей продают свои изделия на ярмарке, и я очень надеюсь, что у меня тоже это получится. Мне прислали столько разных материалов, что мне хочется сейчас делать украшения, мне хочется продолжать делать игрушки, мне хочется делать что-то из кожи. Мне хочется попробовать сделать все. Вот вплоть до реставрации мебели. Потому что мне это все нравится. То есть у меня, честно говоря, большие планы. И если мой опыт участия в этом проекте, а я уже всем рассказала, с кем общаюсь на занятиях Алисиных, если мой опыт будет для них полезен, а я буду им активно делиться, то это будет очень здорово, и я буду считать, что это все точно было не напрасно.